Тема сегодняшней лекции – пространственно-временные сидионы. Я расскажу вам о 16-компонентных скалярно-векторных объектах, которые позволяют учитывать свойства физических величин по отношению к операциям пространственной и временной инверсии. План лекции будет следующий. Вначале я кратко напомню, что такое кватернионы Макфарлейна. Затем я расскажу о пространственно-временных сидионах, и мы разберем основные свойства: поворот сидиона в пространстве, пространственно-временные инверсии, а также преобразование Лоренца. Итак, кватернионы Макфарлейна. Кватернион Макфарлейна представляет собой четырехкомпонентный объект, в котором есть скалярная и векторная часть. Единичные векторы А1, А2, А3 имеют специфические правила умножения. Их квадраты равны единице. Если умножим А1 на А2, то мы получим не А3, как в обычной векторной алгебре, а величину А3, умноженную на величину И, где И – это мнимые единицы. Вот эти правила можно удобно представить в виде вот такой таблицы. Она работает следующим образом. Если мы умножаем А1 на А1, мы получаем единицу, А1 на А2 мы получаем ИА3, А1 на А3 мы получаем минус ИА2 и так далее. Алгебра единичных векторов в кватернионах Макфарлейна, она антикоммутативна. Вот эти правила умножения можно представить в компактной тензорной форме. Произведение двух векторов равняется вот такому выражению, где дельта НМ – это симметричный тензор второго ранга, называемый дельта Кронекера, а лямбда – это антисимметричный тензор третьего ранга, называемый тензором Леви-Чевита. Очень важным свойством алгебры кватернионов Макфарлейна является то, что в этой алгебре существует так называемое клиффордовское произведение векторов. Если мы рассмотрим два вектора А и Б, тогда прямое произведение А на Б равняется скалярному произведению плюс векторному произведению, умноженному на величину И. Также в прошлых лекциях мы рассматривали пространственно-временные кватернионы. На этой же алгебре можно построить иной тип кватернионов. Пространственно-временной кватернион также представляет из себя четырехкомпонентный объект, где есть скалярная часть и пространственно-временная часть. Пространственно-временной базис ЕТ, ЕР и ЕТР подчиняется точно таким же правилам умножения. Здесь они показаны в этой таблице. Однако смысл базисных элементов ЕТ, ЕР и ТЕТР совершенно другой. ЕТ – это временная единица, она изменяет свой знак при временной инверсии. ЕР – это пространственная единица, которая изменяет свой знак при пространственной инверсии. ЕТР – это пространственно-временная единица, которая изменяет свой знак и при временной, и при пространственной инверсии. Пространственно-временной базис также допускает тензорную запись. В ней Е1 эквивалентно ЕТ, Е2 эквивалентно ЕР, Е3 эквивалентно ЕТР. И также возможна тензорная запись, где произведение двух базисных элементов равняется дельта Кронекера и члену с тензором Леви-Чевита. Базисные элементы Е, они коммутируют с единичными векторами А, поскольку они описывают разные степени свободы физических объектов. Теперь пространственно-временные сидионы. Вот скалярные и векторные физические величины можно разделить на 4 группы. Это абсолютные скаляры и абсолютные векторы, которые не изменяются при пространственной и временной инверсии. Они не меняют свой знак. Временные скаляры и временные векторы, они изменяют свой знак при временной инверсии. Также пространственные скаляры и пространственные векторы, они изменяются при пространственной инверсии, но не изменяются при временной инверсии. И, наконец, пространственно-временные скаляры и пространственно-временные векторы, они изменяются и при временной, и при пространственной инверсии. В этих величинах индексами t и r обозначены преобразования инверсии: t для временной инверсии и r для пространственной инверсии, которые изменяют соответствующие величины. Вот все эти величины можно объединить в один пространственно-временной объект S. Символическая запись представлена вот здесь. То есть можно представить в виде суммы всех этих величин. Объект S содержит 16 компонентов. 4
скалярных компонента и 4 векторных. Всего 16 компонентов. Вот такой пространственно-временной CDON можно представить в базисе пространственно-временных единиц ET, ER, ETR следующим образом. Если мы имеем равенство двух CDOнов, то это означает, что равны все 16 их компонентов. Вот в этом CDOне мы можем выделить отдельно все скалярные части, собрать вот в такой сложный скалярный пространственно-временной объект S0, а также сложить все векторные части этого CDOна в такой сложный пространственно-временной вектор. И тогда CDON допускает представление в виде вот такого сложного кватерниона Макфарлейна, в котором S0 является скалярной частью, а S является векторной частью. Пространственный поворот CDON осуществляется с помощью операторов поворота R и R сопряженные. В этих операторах θ – это угол, на который происходит поворот, а n – это единичный вектор, определяющий ось поворота. Преобразованный CDON получается из исходного путем умножения его на операторы пространственного поворота. Поскольку CDON состоит из скалярной и векторной части, то скалярная часть при повороте не преобразуется, и преобразование поворота сводится по существу к преобразованию только векторной части. Это преобразование описывает поворот вектора S на угол θ. При этом все вектора, которые образуют S, одновременно поворачиваются на тот же самый угол θ. CDON может быть представлен в виде пространственно-временного кватерниона. Вот с этой целью мы вынесем за скобки элементы пространственно-временного базиса ET, ER и ETR. Тогда видно, что в скобках стоят обычные кватернионы Макфарлейна. Если мы их обозначим как А, Б, С и Д с шапками, тогда мы получим следующую запись CDOна в виде пространственно-временного кватерниона, у которого компонентами являются кватернионы Макфарлейна. Пространственно-временная инверсия CDOна осуществляется с помощью пространственно-временных единиц ET, ER и ETR. Пространственная инверсия осуществляется с помощью единиц ET. Если мы умножим CDON S справа и слева на ET, то мы получим новый CDON, у которого пространственные части и пространственно-временные части изменяют знак. Если, операция временной инверсии осуществляется с помощью пространственных единиц ER. При этом мы получаем новый CDON, у которого изменяется знак у временной и у пространственно-временной части. Пространственно-временная инверсия одновременная осуществляется с помощью базисных элементов ETR. Мы получаем преобразованный CDON, у которого изменяется и временная часть, и пространственная часть, а пространственно-временная часть остается неизменной. CDOны можно подвергать преобразованию Лоренца, то есть преобразованием от одной системы КРН к другой. Преобразование Лоренца осуществляется с помощью таких операторов L и L сопряженные. Они содержат гиперболические функции переменной θ, где тангенс 2θ равняется отношению скорости одной системы отсчета относительно другой к скорости света. M – это единичный вектор, параллельный направлению скорости v. Преобразованный CDON получается из исходного посредством умножения его на операторы L и L сопряженные. В качестве примера мы рассмотрим, как производится преобразование четырехвектора события в релятивистской физике. Вот рассмотрим CDON, который определяет четырехвектор события. Здесь C – это скорость света, T – это время, R – это координаты нашей точки. Здесь запись продолжает следующее. Поскольку это временная компонента четырех векторов, то здесь стоит базисный элемент ET. А поскольку это пространственные компоненты четырех векторов, то здесь стоит базисный элемент ER. Итак, преобразованный CDON, вот это релятивистского события, записывается посредством умножения его на L и L сопряженное, и мы получаем вот такое выражение. В этом выражении подразумевается клиффордовское умножение векторов, то есть векторов M и R. Если мы раскроем клиффордовское произведение через скалярные и векторные произведения, то мы получаем следующую формулу для преобразованного CDOна. Если мы в этой формуле разделим
скалярные и векторные части, а также пространственно-временные части с разными свойствами, то мы получим следующие формы для преобразования времени и координат, хорошо известные из курса общей физики. Теперь некоторые замечания. Точно такие же объекты 16-компонентные, примерно с теми же свойствами, можно построить и основываясь на алгебре кватернионов Гамильтона, где где элементы и элементы Е подчиняются правилам алгебры Гамильтона. В этом случае мы получаем так называемые пространственно-временные седанионы. Это гиперкомплексные числа, 16-компонентные, у которых базисные элементы А и базисные элементы Е являются мнимыми единицами. Более подробно об этих величинах можно прочитать в нашей статье, опубликованной в 2015 году. Заключение. Таким образом, седион – это скалярно-векторный объект, пространственно-временной объект, в основе которого лежит алгебра кватернионов Макфарлейна. Седионы позволяют учитывать свойства физических величин по отношению к операциям пространственной и временной инверсии. По традиции, в заключение хочу порекомендовать вам нашу книгу «Пространственно-временные седионы и их применение в релятивистской квантовой механике и теории поля». Она свободно распространяется через интернет. Ссылка будет в закрепленном комментарии под видео. Благодарю вас за внимание. Если у вас возникнут какие-то вопросы или желание что-то обсудить, вы можете связаться со мной, написав мне письмо по вот этому электронному адресу. Благодарю вас за внимание.